Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы с вами спечем торт «Мишка». Этот рецепт у меня не из моей записной книжки, а из записной книжки моей мамы. Рецепт старый, и у нее очень мало рецептов со сметанным кремом. Пирожные, торты, у нее очень мало этих рецептов со сметанным кремом, потому что в Баку, я вам уже говорила, что мы жили в Баку, не было никогда хорошей сметаны. Сметана была какая-то у нас водянистая, больше на кефир похожа. По вкусу неплохая, но для крема она никогда не подходила. И поэтому обычно кремы были заварные, сгущенка с маслом, шарлот, кофейный, но не сметанный. А вот этот торт именно со сметанным кремом. Мне кажется, он получится у всех, и мне кажется, его пекли тогда все. Потому что рецепт очень-очень старый, и торт получается абсолютно несложный. Очень доступные продукты, и очень быстро он печется, нам не понадобится даже миксер. И, как вы поняли уже, торт будет со сметанным кремом без яиц. Ну что, мои дорогие, попробуйте его спечь сегодня со мной. Напишите, кто его пробовал, кто его не пробовал, кто знаком вообще с этим рецептом. Попробуйте. Начнем печь, мои дорогие. Сегодня мы начнем, конечно, с теста, потому что крем у нас будет сегодня очень-очень легкий. Для теста нам нужно будет взять 250 грамм мягкого сливочного масла или маргарина. Мы его не растапливаем, оно просто должно быть у нас комнатной температуры. Сюда же добавляем стакан сахарного песка 200 грамм и растираем. Ни миксер, ничего нам сегодня не понадобится. Тесто готовится очень-очень быстро. Добавляем ванилин или ванильный сахар. И нам понадобится сегодня сметана. Сметана у меня 20%. 300 грамм сметаны нам нужно будет. В баночке у меня 200 грамм. Сейчас я добавлю еще 100 грамм. Сюда же сверху 1 чайная ложка соды. Все это нам нужно будет хорошенько перемешать. Как я вам уже говорила, в Баку сметаны не было хорошей, поэтому мы сметанный крем делали очень-очень редко. И опять-таки в Греции у нас тоже со сметаной напряженка, так сказать. Сметану я покупаю в магазине советских товаров. Только там можно купить селедку, сметанку, творожок, если не делать дома его, конечно. Сюда же добавляем муку. Мука уходит 4 стакана. Приблизительно у меня сейчас здесь ровно взвешено 550 грамм муки. Мука уже просеянная. Но так как мука у всех разная, в каждом регионе она разная, и все покупают разную муку. Некоторые покупают сильную, некоторую слабую покупают. Поэтому я вам покажу сейчас конечный результат теста. Тесто замешивается легко, и оно у нас еще сейчас будет липнуть к рукам. Наверное, мне придется еще чуть-чуть муки добавить. Посмотрите, оно немножко липнет к рукам. Добавляю еще 50 грамм муки. И вот такое тесто у нас получается. Нам нужно будет разделить тесто на 5 кусочков. 4 кусочка приблизительно одинаковые, а 5-й кусочек будет чуть-чуть меньше. Если у вас есть время, отправляем тесто в холодильник. Если вы хотите сделать сразу, на результат это не играет абсолютно никакого значения. На результат. Поэтому мы делаем сегодня сразу. Форма у меня 26 сантиметров. Застилаем ее бумагой. Можно, конечно, сделать это все и без пергаментной бумаги. Тесто не прилипает. Но мне так удобнее. И даже без скалки вот так руками равномерно распределяем тесто по форме. Духовку включаем разогреваться на 180 градусов. Распределили равномерно тесто и отправляем выпекаться. Выпекался корж у меня 20 минут. Вот до такого золотистого цвета. Чуть-чуть буквально я его остудила и снимаю. Перекладываю на решетку. И опять-таки на этой же самой бумаге будем выпекать и следующий корж. Точно таким же образом распределяем второй кусочек теста. Отправляем выпекаться.
И как вы уже поняли, мы точно так же выпечем все коржи, будем выпекать. Пока пекутся коржи, нам нужно будет сделать крем. Для крема, вернее, не крем, а начинка. Для начинки нам нужно будет порезать орешки. 200 грамм орехов у меня. Орехи я просушила уже в духовке. На 130 градусов включаем духовку и держим там орешки приблизительно 15 минут. Можно то же самое сделать и на сковороде, чуть-чуть их поджарить. И все. 800 грамм сметаны. Сметана у меня 30%. Кто не может найти сметану, можете прекрасно ее заменить на сливки. Добавляем сюда сахарный песок 300 грамм и перемешиваем. И ванилин. Если будете делать сливками, со сливками крем, то сливки надо будет взбить. Сметану я не взбиваю, я просто перемешиваю. И в этот торт точно так же очень хорошо можно будет сделать и заварной крем. Тоже получается очень вкусно. Начинка у нас готова. Крем-начинка, как хотите называйте. И коржи у нас уже тоже остыли. Верхний корж, видите, у меня немножко я его подольше продержала, чтобы он получился чуть-чуть темнее. Этот коржик у нас получается тоньше, он пойдет на обсыпку. И начнем сейчас собирать торт. Буквально капелька крема вниз на блюдо. Переворачиваем каждый корж донышком кверху. Отправляем наш крем. Приблизительно 3-4 столовые ложки. Разделите его зрительно на 3 части. Я вначале немножко меньше положу крема, посмотрю, как он у нас пойдет потом. Сюда можно было, конечно, положить и побольше. 4 столовые ложки. Посыпаем орешками. Накрываем вторым, точно так же переворачиваем корж. И как вы поняли уже, точно так же нам нужно будет сделать все коржи. Отправляем сметану. И точно так же посыпем орехами. И точно так же сделаем все остальное. То, что крем у нас остался, мы обмазываем края, бока торта оставшимся кремом. И сейчас нам нужно будет сделать глазурь. Торт отправляем уже пропитываться. Для глазури нам нужно будет взять маленькую кастрюльку и отправляем туда сахарный песок. 6 столовых ложек сахарного песка. 3 столовые ложки какао. Перемешаем. Добавляем 80 мл молока. Все это хорошенько перемешаем и отправим сейчас на плиту провариться. Глазурь у нас варится совсем-совсем недолго. После кипения буквально 3-4 минутки. Вот до такого состояния. На маленьком-маленьком огне. Глазурь готова. Отправляем сюда 20 грамм сливочного масла. Маленький кусочек, приблизительно столовая ложечка. Перемешиваем хорошенько. Масло в горячей глазури очень быстро, конечно, растворяется. Почему-то раньше редко украшали торт шоколадом, чаще глазурью. Торт обязательно нужно будет оставить пропитаться 24 часа в сутки. Поливаем глазурью, распределяем ее равномерно. И вот это последний маленький коржик, тоненький, мы должны будем его измельчить. Хотите руками сделайте крошку, хотите в блендере, кому как удобно. Можно даже просто скалкой потолочь, и тоже получится. Вот такая крошка получилась. И сейчас мы будем украшать этой крошкой бока. Как вы поняли, уже торт очень несложный. И продуктов, по идее, уходит мало. В основном сметана у нас пошла. Много сметаны уходит.
Все, кто смотрит меня из Греции, и у вас тоже проблемы со сметаной, может быть, где вы живете, нету даже этих магазинов с советскими продуктами, можете заменить сметану в тесто йогуртом, а в крем сливки. Торт пропитался и пробуем. Получается очень мягко, очень вкусно. Самое главное, дайте ему пропитаться. Посмотрите, какая красота. Пробуйте, пейте, заваривайте чай, пейте чай с этим тортом, и мне кажется, вам всем этот рецепт понравится. Старый добрый Мишка. Ну все, всем приятного чаепития, пока-пока, до новых встреч!